Экстренное сообщение. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодняшнее видео посвящено дружбе двух великих людей: архитектурного гения Антонио Гауди и его друга, мецената и человека, который позволил миру увидеть этого гения, Эусби Гюэлю. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь на нем, ставьте лайки, комментарии. Мне это важно для развития моего канала. Эусби Гюэля и Антонио Гауди связывали не только деловые отношения. Это была настоящая дружба двух людей с общими взглядами на эстетику, на архитектуру, на искусство. Эусби Гюэль, будучи богатым промышленником, разглядел в молодом архитекторе настоящего гения, способного делать архитектуру будущего, способного изменить мир в плане архитектуры. Возможно, без него Гауди остался бы обычным архитектором. Эусби Гюэль познакомился с Антонио Гауди на выставке 1878 года. Это была всемирная выставка в Париже, где Гауди представил свой проект мебели. И он разглядел в нем талант. Гауди и Гюэль дружили 30 лет. 30 лет Эусби Гюэль спонсировал его проекты, и Гауди не знал каких-то коммерческих ограничений. То есть Гюэль предоставлял ему полную свободу, он не влезал в его проекты, давал полную свободу творчеству, очень часто защищал его от критики. Также Гауди был очень дружен с его семьей. Кстати, это был единственный человек, кто мог спорить с Гауди. Таким образом, их дружба и сотрудничество продлилось 30 лет. В Барселоне и ее окрестностях существует несколько проектов, которые Антонио Гауди выполнил для Эусби Гюэля. И павильоны усадьбы Гюэль – это одна из ранних его работ, которая выполнена в 1884-87 годах по заказу его покровителя. В это время место, где находятся павильоны, находилось за пределами Барселоны. Сейчас это часть города. Комплекс включает в себя два павильона. Один служил домом привратника, другой – конюшней. Между собой они соединены впечатляющими воротами из кованого железа в форме мифологического дракона. Кстати, это ранний пример фантастической символики Гауди. Мифологический страж. Впоследствии наблюдается любовь Гауди к кованым решеткам, именно связь с мифологией и растительными орнаментами. Одной из знаковых работ Гауди для Гюэля является парк Гюэль. Изначально парк задумывался как жилой комплекс для аристократии из 60 построек, но проект не был коммерчески успешным. В итоге парк стал одной из самых знаковых достопримечательностей Барселоны. Ключевые элементы парка – это лестница с ящерицей, или, как еще называют, драконом. Это символ парка, мозаичная саламандра. По одной версии, это дракон из мифа о саде Гесперид. Зал 100 колонн. Планировался как рынок. Колонны напоминают древнегреческий храм и идеально сливаются с природным рельефом. Терраса с мозаичным серпантином. Это огромная извилистая скамья, украшенная техникой тринкадис, кусочки керамики, стекла и фарфора. Отсюда открывается волшебный вид на Барселону. Дом Гауди – один из двух построенных домов. Архитектор жил там с 1906 по 1925 год. Сейчас это музей его жизни и быта. Гауди не хотел разрушать природу, он подчеркивал рельеф, встраивал архитектуру в ландшафт. Одна из первых построек Гауди для семьи Гюэль – это роскошный особняк Гюэль, который находится рядом с улицей Ла Рамбла, этой шумной туристической улицы, но находится в Тихом переулке. Это одно из первых строений Гауди в стиле модернизма. Ведь в самом начале своей карьеры он работал в этом стиле, но здесь уже чувствуется влияние его собственного стиля, постепенно формировался его собственный стиль. Особняк можно также назвать с влиянием готики, и здесь прослеживается любимая Гауди функциональность, любовь к кованым решеткам и витражам. Еще две постройки Гауди для Эусби Гюэля – это винные погреба, которые находятся недалеко от Барселоны, в Гаррафе. Здесь он использовал свою любовь к геометрическим формам, получилось достаточно интересно.
И колония Гюэль — это проект фабричного поселка для рабочих. Но самая интересная и смелая штука здесь — это крипта. Гюэль эти знания и эти идеи он потом применил в своей Саграда Фамилии. Кстати, я провожу экскурсии по местам Гауди. Записывайтесь, приходите, буду рада. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось. И да, экстренное сообщение. Мы снимали этот выпуск в тот день, когда не было света в 4 странах. Испания, Италия, Франция, Португалия. Вообще ни интернета, ни света, вообще ничего от слова совсем. Йоу, подписывайтесь на мой канал.